Вот такие обалденно вкусные булочки к чаю я сегодня сделал. Простые плюшки с сахаром и булочки с корицей. А если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я решил заняться выпечкой, а именно я очень давно не делал булочки со сдобы. И так что захотелось. У меня свой рецепт, который меня никогда не подводил, и этим рецептом буду пользоваться сегодня. А сам рецепт будет подписан под видео тоже, что если у вас рецепт немножко по-другому, то попробуйте мой рецепт тоже. А чтобы время терять, пойдемте покажу все, как я буду делать. Все, что мне понадобится, здесь уже приготовлено на столе, все уже отмерено. Осталось только все загрузить в планетарный миксер. Итак, сюда я добавляю сейчас муку. Вся мука просеяна тоже. Так, теперь сюда добавлю пекарный порошок. Пропущу, чтобы все. Так. Добавляю оставшуюся муку. И теперь вилочкой я перемешаю, чтобы пекарный порошок с мукой перемешались как следует. Так. Теперь добавляю сюда сахар. Немножко соли. Для баланса. Здесь у меня одно яйцо. Так. Добавляю ванилин. Все составляющие я сейчас добавлю сюда и потом включим планетарный миксер. У меня здесь молоко, масло, и у меня здесь болтушка с дрожжами. У меня свежие дрожжи, сюда я в болтушку добавил свежих дрожжей, добавил молока, количество молока, сахар, количество сахара и муки, от количества муки, чтобы проснулись дрожжи у меня. Вот так. Заливаем все. И включаю миксер и пускай он замешивается где-то минут 15. Начнем с маленьких оборотов. С маленьких оборотов, потом обороты увеличиваем и будет замешиваться минут 15. Итак, тесто у меня вымешивалось 15 минут. Так, я вижу, что тесто отходит хорошо от этой ручки. Значит, тесто у нас готовое. Так, теперь я сейчас немножко здесь... И перенесем это теперь мы в миску. Так, миску я обработал пекарным маслом, чтобы ничего не прилипало. И теперь все это тесто переведет. Сейчас перенесем в миску. Вот так. Сверху притрушу немножко мукою. Накроем. И пускай потихонечку это отдыхает. Часок или два. Надо торопиться некуда. Итак, тесто у меня хорошо подошло. Посмотрите, какая прелесть. И сейчас принесем сюда на стол. Стол я попрыскал маслом, чтобы ничего не прилипало на всякий случай. Но также у меня здесь приготовлено масло комнатной температуры. Болтушка, чем мы смазывать будем булочки. И первую партию я сделаю с корицей. Сахар, корица, все это у меня здесь на глаз. Так что, смотрите, какая прелесть. О, как хорошо это все выходит сюда. Так как я с большим количеством теста не люблю работать, я сейчас эту часть поделю пополам.
Так что первая часть пойдет у нас с корицей, а вторая часть будет просто у нас плюшки сахарные. И эту часть я тоже разделю пополам. Вот так. Чтобы сильно не прилипало, я немножечко так пройдемся мукою. Теперь эту часть, то, что я сейчас накатал, я помажу маслом. Так. И теперь мы посыпаем корицей сверху. Сахар с корицей. Так. И завернем. Шов проработаю, как пирожки делаю. И еще так немножко растянем. Так. Разделим пополам примерно. Еще раз пополам. А теперь каждую часть на 3 части. Итак, сбоку приплюснем немножко. Вот так. И все идет на плотвирень. Вот так я приплюсываю. И на плотвирень. И так они минут 15 у меня постоят, немножко еще подойдут. И за это время у меня духовка нагреется до 180 градусов. А перед тем, как идет духовку, мы еще помажем болтушкой с яйцом. Вот так. И сейчас так сделаем вторую партию тоже. И как у нас нагреется духовка, я пройду болтушкой, все смажу, я покажу, и отправим в духовку 180 градусов 15 минут. Итак, теперь я возьму вторую партию. Для второй партии мы сделаем просто плюшки. Так. Такое. Пополам. И эту партию мы тоже раскатаем прямоугольник вначале. Вот так. Теперь опять маслом помажем. Всего у меня пошло на 2 партии 100 грамм масла. Я делаю на глаз, но так рассчитывайте, когда вы будете маслом мазать, чтобы у вас примерно 100 грамм масла была комнатной температуры или топленое масло. Так, у меня духовка разогрелась, и сейчас первую партию с корицей мы пустим в духовку. Но вначале помажем. Итак, первая партия у меня здесь отстоялась, отдохнула перед тем, как идти, и мы сейчас каждую помажем. Вот так. И идет в духовку 15 минут, 180 градусов. Вот так, первая партия у меня помазана, теперь идет в духовку 180 градусов 15 минут. Так, эту партию мы сейчас посыпем с сахаром, потому что у нас сахарные плюшки. Сахар добавляю на глаз. Если очень сладкое, побольше сахара, не очень сладкое, поменьше сахара. И тоже заворачиваем в трубочку. Опять шов прорабатываем, как пирожочки делаем. Итак, опять пополам, пополам, пополам. И каждую часть на 3 части. Так, теперь эти мы возьмем по-другому, будем делать пополам. И делаю еще раз пополам. Так. И раскрываем. И вот таким образом ставим на плотвирень. Так что теперь встретимся, как у меня первая партия выйдет из духовки, я покажу, что дальше делать. Итак, первая партия у меня вышла. Посмотрите, какая прелесть, как красиво все это выглядит. Итак, чтобы они были хорошо мягкие, я попрыскаю водою. Вот так. И сразу накрываем чистеньким полотенчиком.
И как остынут, тогда мы еще посыпем сахарной пудрой. Итак, первая партия у меня остыла. И сейчас мы посыпем красиво сахарной пудрой и принесем красивую салатницу. И так мы сделаем все наши булочки сегодня. Вот и все. Сейчас перенесем аккуратненько. Вот так. Теперь встретимся, как все это спечется у нас. Вот такой результат у меня получился. Сахарные плюшки и булочки к чаю. Вот такой день выпечки у меня сегодня был. Я давно не делал что-то сдобное, и сегодня я решил сделать. И когда я спросил моих, что вы хотите, они сказали сахарные плюшки и булочки с корицей. То, что я сегодня сделал. 50 на 50. Как вы видите, делается очень легко. Мое тесто никогда не подводит. Единственное, что сегодня я обратил внимание, немножко тесто было жидковатое. Но все равно результат какой обалденно аппетитный получился. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дал какую-то идею сделать то же самое. Почему бы и нет? Порадовать себя, свою семью, своих близких, друзей. А на этой сладкой аппетитной ноте хотелось бы прощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья. Всем мирного неба. Приятного аппетита и пока-пока.